Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я учусь в 4-м курсе в Браунском университете в Провиденс неделокод Бостона, и я изучаю политику и международные отношения. Когда я поступила в университет 3 года назад, я не знала, что через 3 года я буду жить в России, изучать русский язык там, потому что у меня не было планов, и я не знала ничего о русской культуре, литературе, политике, о жизни там. Но во 2-м курсе я больше узнала о русской политике, но только от учителей, которые ехали в Россию во время Советского Союза. И поэтому я хотела сама встретиться, познакомиться русских друзей моего возраста. И я хотела узнать, как они думают о американских, их мысли, как они живут в Москве и в России. И особенно в новостях и по телевизору, я думаю, что американские часто получают негативные новости о России. Например, участие России в президентских выборах в 2016 году, или мы говорим о кибератаках, или о русских солдатах в Крыму и Украине, или о правах ЛГБТQ+, или о правительстве и его коррупции. И когда я начала думать серьезно об изучении в России, все ответили мне, как: «Ты уверена в этом? Там не опасно?» Ответили мне шоком и много беспокойства. И, по-моему, это много из-за политики. Но это только политика, это не обычные люди, это не дело или мысли обычных людей в России. И поэтому я хотела выучить русский язык, чтобы больше узнать, как думают русские студенты моего возраста. И для других американских студентов, которые сейчас тоже думают, что они, может быть, хотят изучать русский язык в России, в Москве, в Питере и так далее, я хотела снимать это видео, чтобы показать вам мою жизнь в России как студентка. Я надеюсь, что это видео будет полезно вам в ваших решениях, учиться за границей или нет. Или если вы уже ехали за границу или решили, что вы не хотите, я надеюсь, что вы узнаете немного из моего видео. И думаю, что это все. Ну хорошо, давайте начнем. Вот каждый день я начинала мой день в 7 часов утра. Я вставала в 7 часов и завтракала через 20 минут, и выходила обычно из дома до университета около 7, в 7 часов 45, а потом я ходила пешком до остановки автобуса, и моя поездка на автобус была около часа. И моя первая лекция всегда начиналась в 9, и у нас были уроки о экономической и социальной географии России, о истории русской политики, о музыке и о русском интернете. В начале семестра было очень трудно мне понимать русский язык, и только после 1 класса моя голова всегда была мутная, была устала, я только хотела спать, потому что это трудно мне, и до приезда в Россию я только изучала русский язык 1 год, и это не очень много. Но у нас тоже были языковые курсы, как фонетика, развитие речи, лексика, грамматика и так далее. Но благодаря моим курсам мой русский язык очень много улучшился. Но это не как я могу свободно говорить по-русски сейчас, я еще делаю много ошибок. И я помню, когда мы приехали в Россию первый день, я не знала, как заказать бутылку воды, что такое ударение или тройка, карта и другие простые вещи. И 2 раза в неделю после занятий у нас был урок русского танца, и я больше узнала глаголы и движения, очень трудно мне. И книжные танцы, как русский вас,
как барыня и так далее. Мне очень нравится этот урок. После уроков я иногда ходила по городу с друзьями, и мы ходили в музеи, в парки, в церкви, или мы ужинали в ресторанах. И когда погода стала хорошей, мы с друзьями покупали мини-крузеры, скейтборды. И было очень весело, потому что я скучала по скейтборду в России. Но чаще всего, особенно зимой, когда солнце редко светит и погода холодная, я обычно ходила в спортзал после уроков. И обычно я вернулась домой в 7 часов вечера и ужинала с хозяйкой. Иногда я помогала ей готовить еду, и мы говорили, как прошел наш день. И после этого я делала домашнюю работу 2 часа, а потом легла спать. И на следующий день все начиналось снова в 7 утра.